Всем привет-привет! Приветствую всех опять на моем канале. Мы приступаем ко второй части нашего свитерочка. Вяжем мы его снизу вверх. Для тех, кто как бы отсутствовал, кто не был на первой части, вот здесь сверху будет ссылочка, подсказочка. В описании обязательно тоже все будет прописано. Вот, остановились мы, связали вот эту вот часть, да, до реглана. Теперь, вот я вам так покажу. Сейчас мы как бы вот на пороге вывязывания реглана. Теперь, соответственно, нашим расчетом нам нужно распределить петли. Я вот здесь специально выделяла, видите, вот она у меня выделена, идет изнаночная петля. Это линия реглана, но она у меня немного сместилась. По моим расчетам здесь должно было быть 6 петель. Вот с обоих сторон 6 здесь, 6 с этой стороны на грудке, да. И потом должна идти вот она, один регланная линия. Вот они обозначены, да, у меня. Но оно сместилось, потому как вот из-за этой резиночки она сместилась. Потому что если бы я взяла здесь ближе, тогда была бы грудка совсем маленькая. Поэтому у меня немного сместилось. И у меня получилось вместе с кромочной 1, 2, 3, 4, 8 здесь петель на грудке. И вот она, моя регланная линия. То есть получилось, на 2 петли сместилась здесь. Это регланная линия. И на 2 петли здесь сместилась. Если у вас получилось так же, это ничего страшного. Это все рабочие процессы. Такое возможно, бывает. Главное, нам не потерять дальше, то есть ход наших мыслей. Смотрите, я повесила маркеры с этой и с этой стороны. Это я выделила. Смотрите, как у нас идет с вами. У нас идет с вами 6 петель грудки, ну 8, да, сейчас в данный момент. Потом идет регланная линия, а потом идут 4 подреза. Да, вот они. 4 петельки. Вот они, 4 петельки подреза. Выделила я их, и после них должно идти вот она, регланная линия. Опять одна. Вот она будет, да. И с этой стороны, естественно, симметрично я сделала точно так же. Все, что осталось, это наша спинка. Это вот, по идее, да, у нас должно было получиться 52 петли. У меня получилось 49 петель здесь, потому как, еще раз повторяю, здесь у нас немного сместилось на грудке. Вот, это, вот тут. Вот поэтому я, опять-таки же, не очень сильно на это обращаю внимание. Опять-таки же объясняю, что это рабочие моменты. Всегда так бывает. Всегда какие-то корректировки у нас будут получаться. Это ничего страшного. Так, теперь, смотрите, теперь буду показывать 2 варианта рукавов. Почему 2? Объясню. Для тех, кто не планирует, кто не может вязать на вот таких спицах, на круговых, на носочных, чулочных, как хотите их назовите, хотите вы или нет, рукав нам придется вязать на них, потому что маленькая. Кто может, конечно, это сделать на 2 спицах, пожалуйста, делайте, но мы будем вязать их на чулочных спицах. Поэтому у кого нету чулочных спиц, кто не планирует, сейчас для них я показываю этот вариант. Смотрите, как мы поступаем. Мы вяжем до наших петель подреза. То есть я провязываю петли грудки с регланными линиями, выделяю регланные линии все. Вот первая регланная линия, это у нас изнаночная петля. Потом идут 4 петли подреза. Вот мы их отмечали с вами крестиками, рассчитывали при расчетах. И нам их нужно закрыть. Вот так, 4 петли мы закрываем. 1. Сейчас поправлю. Угу. Ой. 2. 3. 4. Вот эта петля, это у нас с вами будет регланная линия. Она у нас, по идее, должна быть изнаночной. Но мы ее запомним, да. Отмечать пока ничего не нужно будет нам. Вот. И мы с вами вяжем до следующего маркера. Хочу сказать, для тех, кто не планирует таким способом вязать, то есть без рукавов, да,
внизу под описанием я пропишу тайм-коды, и вы сможете, кликнув, там будут такие синенькие циферки, вы можете на них кликнуть, и тогда вы сразу переместитесь на тот этап, ну, например, там будет написано, да, начинаем рукав. Да, для тех, кто с рукавом, ну, вот таким, да, планом, вы кликните туда, и вы сразу попадете, то есть, минуя этот момент, вы сразу будете на том моменте, который вам нужен. Смотрите, теперь далее, для тех, кто вяжет без рукавов. Одну мы не довязываем до нашего маркера. Мы ее провязываем, это у нас регланная линия наша. Мы ее провязываем изнанкой, обозначаем нашу регланную линию. И дальше, опять-таки же, мы закрываем наши петли 4. Таких же подреза. 2, 3. И вот эту мы сюда прячем. Сейчас под изнаночную мы ее спрячем. Вот так. Все. Это уже следующая регланная линия. Дальше провязываем до конца нашу грудку. И теперь что мы делаем в следующем ряду, в изнаночном? Довязываем до наших регланных линий, да, до первой регланной линии. Тут у кого рисуночек вяжет рисуночком, у кого нету, как у меня, тот вяжет до регланной линии. Вот мы довязали до нашей регланной линии, она у нас идет лицевая в изнаночном ряду, да? И здесь, смотрите, обращаю ваше внимание, вот наши рукава. Сейчас мы на этапе рукавов. Мы с вами вот здесь, вот когда делали расчет, у нас после всех наших убавок или прибавок должно было остаться 24 петли. Это не считая подрезов. 28 у нас получалось с подрезами. То есть сейчас нам с вами нужно набрать 24 петли. И обычным способом, вот на эту спицу, на правую, мы набираем 24 петли. Затягивайте, извиняюсь, затягивайте, чтобы не было потом больших протяжек. 3, 4, 5 и так далее. То есть вы набираете количество петель, которое у вас должно получиться без петель подреза. Вот здесь вот по расчету. Я буду набирать 24 петли. 24 петли. Вот у меня как получилось. Я набрала. И дальше продолжаю вязать. Только не забывайте, что у нас опять здесь появилась сразу же регланная линия. В изнаночном ряду она у нас лицевая. Сейчас. Нужно, важно, чтобы была натяжка, чтобы не было больших дырочек у нас. Вот она идет. Ой, вот сама говорю, да, сама что делаю. Вот она у нас лицевая. Провязываем ее лицевой. И дальше все по рисунку до следующего рукава. До следующего рукава довязываем и проделаем ту же самую манипуляцию. Вот у нас одна осталась петля перед нашими, то, что мы закрывали с вами, перед линиями подреза. Она, это у нас регланная линия, она у нас будет лицевой в изнаночном ряду. И дальше точно так же мы с вами набираем 24 петли. 24 петли вот, набрала еще раз я. Теперь наша регланная линия, которую мы провязываем лицевой. И дальше петли грудки. Все, как бы такой вот этап у нас. Вот мы его проделали. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. Ну, сейчас как бы не очень понятно, да, вот это кажется, что он маленький. Сейчас, когда мы провяжем, теперь давайте мы их провяжем пока туда-обратно, да, то есть как бы введем их в работу, эти петельки, чтобы нам было удобнее с ними работать, потому что у нас сейчас с вами пойдут прибавки, ой, точнее убавки. Вот. Но чтобы было удобнее, нам нужно их провязать. Вот смотрите, не забывайте про регланную линию. Она у нас изнаночная сначала идет. Вот. Потом 24 петли лицевыми. Как вам удобно. Не бойтесь, что она растягивается. Ничего страшного. Как бы вы ни затягивали, все равно они будут растягиваться, эти петельки. Вот. Их нужно провязать. Вот. И также поступить
точно со вторым рукавом. Только не забывайте обязательно про наши регланные линии. В лицевом ряду их провязывать изнаночными петлями, а в изнаночном ряду их провязывать лицевыми петлями. Просто хочу вам сейчас один рукав показать, чтобы вы второй уже сделали самостоятельно по этой же аналогии. Вот. Этот момент как бы требует немножко покопаться с ним, но если кто-то знает какой-то другой способ, можете сделать другим способом, как вам удобно. Вот, сейчас я уже довязываю, чтобы показать вам, чтобы не потерять вам регланную линию, именно изнаночную, вот эту вот петельку, которой мы выделили наши регланные линии. Ой. Да, вот как бы, вот, видите, вот она идет уже, не пропустите. Можете, чтобы ее не пропустить, можно просчитывать вот эти петельки. Но так как я болтала с вами, я не просчитывала. Вот, все, дальше у нас идет наша спинка. Все, вяжем пока спинку без изменений. Следующий рукавчик вы проделаете то же самое самостоятельно. Вот здесь не забудьте, что у нас первая идет изнаночная регланная линия и 24 петли рукава и опять регланная линия. Все, встречаемся мы, изнаночный ряд тоже провяжете самостоятельно. Встречаемся в следующем лицевом ряду, мы уже с вами будем делать убавки. И вот мы с вами встретились на этом этапе. Видите, что получилось у нас? Это вот рукавчик, вот он будет потом вот таким вот. Вот сейчас он немножко в другом состоянии. А теперь мы с вами будем делать убавки вот такого плана, видите? Мы их будем делать с наклоном влево, с наклоном вправо. Сейчас посередине, видите, регланная линия. Сейчас все вам покажу. Смотрите, вот здесь на грудке, да, с этой стороны и с этой стороны у нас убавок нет. Мы их здесь делать не будем. Мы их будем делать на рукавах, да, с обоих, ну, то есть с двух сторон на рукавах и с двух сторон на спинке у нас будут убавки. Поэтому сейчас мы вяжем нашу грудку до регланной линии, наше количество петель. Почему, вот я еще раз говорю, вот эти регланные линии я выделяю изнаночными, чтобы не пройти мимо и каждый раз не просчитывать. Вот у меня изнаночная, это значит, регланная линия, я на нее наткнулась. Я ее провязываю, так как со стороны грудки у нас вот здесь с внутренней стороны никаких убавок не будет. У нас будут убавки после регланной линии. Мы будем сейчас вот здесь, да, первую убавку делаем с наклоном влево. То есть мы первую одну снимаем, провязываем и продеваем вот так через нее. То есть, видите, петелька у нас наклоняется влево. Провязываем весь рукав, не довязывая до следующей регланной линии 2 петли. Вот, смотрите, вот у нас идет наша изнаночная, да, регланная линия. Не довязали мы 2 петли. И сейчас мы с вами сделаем убавку с наклоном вправо. То есть петельки у нас лягут вправо. Для этого я разворачиваю петельки, чтобы они смотрели в левую сторону, и провязываю их вот с этой стороны 2 петли. И видите, они у нас легли уже вправо. Провязываю изнаночную нашу регланную линию, и теперь у нас убавки будут по спинке. По спинке тоже с одной стороны у нас будут с наклоном влево, а с этой стороны с наклоном вправо. Для этого опять я одну снимаю, провязываю и продеваю. Все, видите, петелька у нас, вот у нас вот эта вот регланная линия, одна у нас смотрит вправо, одна смотрит влево. Все, довязываю я всю спинку, провязываю и не довязываю 2 петельки до нашей следующей регланной линии. Вот она, следующая наша регланная линия, то есть изнаночная, 2 петельки я не довязываю. И мы здесь провязываем с наклоном вправо. Для этого
переворачиваем наши петельки в другую сторону, 2 изнаночные, и провязываем их вот таким образом. Разворачиваем их направо. Провязываем регланную линию. Здесь у нас идет рукавчик. Здесь мы поворачиваем их вправо, влево. Вот так. Провязываем рукав, петельки рукава. Также не довязываю до регланной линии опять 2 петли и разворачиваю их другим боком, вот так вот, и провязываю 2 вместе с наклоном вправо. Потом нашу регланную линию, и все. На грудке мы с вами убавочек не делаем. Грудку мы провязываем без изменений. Сейчас мы с вами подведем итоги. Может быть, это, конечно, кому-то сложно, кто-то закидает меня камнями, но хочу вам сказать, вот я покажу здесь, вот потом получается какой результат. Я думаю, что оно того стоит, чтобы немножечко как бы постараться. Вот смотрите, поэтому показываю, да, когда мы с вами вяжем спинку, я вот так сейчас сложу, да, вот спинку, видите, здесь у нас спинка идет с наклоном с этой стороны, с правой стороны с наклоном влево, а с левой стороны с наклоном вправо. Если мы положим рукав, на рукаве у нас происходит такая же картина. Видите, мы вяжем. С правой стороны у нас петельки с наклоном влево наклоняются, а с левой стороны наклоняются они направо. Поэтому, как бы, если хотите, чтобы получилось точно так же все аккуратненько, то можете заморочиться. Кому это не важно, те могут убавлять любым удобным способом для вас. Убавки нужно делать в каждом лицевом ряду. Мы будем убавки делать в каждом лицевом ряду. Поэтому как бы продолжайте вязать. Сейчас провяжем изнаночный ряд, и я на одном рукавчике еще раз повторю, покажу. Давайте как бы еще раз пройдем, закрепим, да, такой, скажем, как бы материал. Вот я провязала петельки грудки без изменений, дошла до изнаночной, до регланной линии, провязываю ее и делаю с наклоном влево убавку. Еще раз, давайте, да, вот у нас 2 петельки, да, из 2 нам, естественно, нужно сделать одну. Вы можете вот так сразу 2 провязать, это тоже не считается. Вот, оно тоже повернется туда, налево. Или же еще одним способом. Одну мы снимаем, вторую провязываем и через нее продеваем. Вот так. Провязываем петли рукава. Не забывайте, что с каждым рядом количество петель в рукаве будет уменьшаться на 2. Потому как мы в рукаве в одном ряду сразу убавляем 2 петельки. С начала рукава и в конце рукава. Поэтому с каждым рядом, естественно, количество петель будет меньше. И такая же история у нас, естественно, происходит с вами на спинке. А вот, смотрите, не довязываю 2 петли до регланной линии, до изнаночной нашей. Разворачиваю петельки, потому что они у меня не в ту сторону смотрят. Потому что я вяжу изнаночные бабушкиным способом или классическим. Ну, сейчас не будем и про это. И поворачиваю петельки. Видите? Петельки сами ложатся куда нужно, в какую сторону. Регланную линию провязываю и на спинке опять одну убираю, провязываю вторую и через нее продеваю. Вот. Сейчас я вам покажу, что в итоге у нас, вот, как видите, получается. Вот наша дорожка вот такая. И здесь вот она. То есть рукавчик у нас вот так вот, да, суживается, убавляется. И спинка точно так же будет. С этим рукавом точно так же, естественно, но в зеркальном как бы отражении. Все. Так мы с вами вяжем, пока у нас на спицах не останется 4 петли рукава. Ну, если вы такой же расчет, да, берете. И по одной, естественно, у нас будет здесь одна регланная линия, 4 петли рукава. Здесь грудка,
Здесь останется 30 на спинке, но уже не 30, а у нас было 49. У меня получилось 49 петель. Это 3 петли разницы, значит, получится 27 петель и второй рукавчик. Вот что у нас должно. Но я всегда ориентируюсь по рукавам. Сколько здесь на спинке уже как бы не важно, да, а сколько на рукаве. Поэтому надо остановиться, убавки делать, когда будет 4 петли между регланными линиями. Все, это тот вариант, кто вяжет без рукавов. То есть здесь рукавчика не будет, будет вот так вот. Хотите, потом можете обвязать крючком или оставить даже так, потому что все аккуратненько, край весь аккуратненький, останется так. Все, следующую часть буду снимать для тех, кто будет вязать со мной с рукавами. Итак, возвращаемся мы к тому моменту, когда нам нужно делать рукавчики. Но рукав, вот именно, что мы будем делать с вами рукавчики. Опять-таки же я распределила, да, вот петли, это петли переда, потом регланная линия, потом 4 петли подреза, как вот у нас здесь идет в расчетах с вами. И с этой стороны то же самое я сделала. Теперь что нам для этого нужно? Нам для этого с вами понадобится сейчас крючок и дополнительная ниточка. Дополнительную ниточку я специально беру такую контрастную, чтобы было ее видно. И она такая, знаете, ХБ с акрилом. Вот. Что мы делаем дальше? Мы с вами берем нашу дополнительную ниточку, крючочек. Я специально взяла побольше, потому что нам, чтобы было поудобнее, нужно, чтобы петельки были побольше. Набираю вот здесь, вот видите, в рукав. Вот это наши петли подреза. Вот они, 4 петли подреза. И рукав у нас сам по себе 24 петли должен быть. Поэтому я набираю крючком воздушные петельки. Я их набираю просто большие такие воздушные петельки. Можно набрать побольше, ну, в смысле, больше 24. Нас будет интересовать задняя сторона. То есть нам нужно сейчас с вами сделать как бы такой принцип открытых петель. Поэтому я сделаю такие 2 заготовочки из 26 воздушных петелек. Вот раз, 2, 3, 4 и так далее. 26 воздушных петель я сделала. Сделала я вот 26 петель, такую вот цепочечку сделала. Отрезаю ее и закрепляю, естественно, хвостик. Вот так вот. Таких нам нужно 2 штучки для 2 рукавов. Давайте сразу подготовим, сделаем. И 2 вот таких небольших, тоже коротеньких нам понадобятся вспомогательные ниточки. Подготовили мы 2 наши косички, 2 наши ниточки. Теперь поступаем следующим образом. Мы провязываем петельки грудки наши без изменения. Да, ну у нас в принципе с этой стороны и не будет никаких прибавочек. Провязываем до регланной линии. Вот она. Регланную линию мы тоже провязываем, изнаночная петелька. Вот эти 4 петли подреза мы снимаем на наши вот эти вот с вами. Нужно взять крючок поменьше, я возьму, наверное. И нужно будет снять их на дополнительную ниточку. 4 петельки. Можете это сделать иголочкой. Как бы, конечно, можно так даже удобнее иголкой сделать. Но я думаю, что это абсолютно не принципиально, правильно? Главное, принцип. Вот, сняли мы. Все. И убираем их. Это наши петельки подреза. Мы будем работать с ними немного позже, когда будем вязать рукав. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Нам нужно, чтобы наш рукав имел открытые петельки, чтобы дальше продолжить с ними работать. Вот если посмотреть на косичку, вот так, да, то вот здесь с задней стороны, вот тут есть такие вот перемычечки. Мы за них сейчас, в них точнее, будем набирать наши 24 петли. Ну, вначале, может быть, это, конечно, сложно. Но главное, как бы прицепиться первую петельку, вот, чтобы здесь тоже такой большой протяжечки не было. Потом это все подтянуть, да, можно.
Вот, не забывайте вот за эти перемычечки, за задние. Набираем 24 петельки. Вот. И так далее. Не бойтесь, такой рукав большой не будет. Это так кажется, что он большой. Это специально большие петельки я набрала для удобства, чтобы нам было удобнее набирать. 24 петельки набралось. Пересчитайте еще раз, если сомневаетесь. Не торопитесь. Да, теперь маркер можно убрать. Да, теперь вот так, сейчас мы... Дальше у нас идет наша регланная линия. То есть изнаночная петля. Это как бы важно. Да, нам нужно их выделить. Вот здесь на спинке тоже. Это вот регланная линия. Не забывайте про нее, что она у нас будет в лицевом ряду изнаночная. Все, вяжем мы до конца спинки. И проделываем ту же самую манипуляцию. Только не забудьте, что на спинке сначала будет идти изнаночная регланная линия, а потом вся вот эта вот такая же вот процедура. Дошли мы вот, провязали спинку до маркера. Вот перед маркером вот наши 4 петли подреза. Перед маркером, значит, у нас будет линия реглана, изнаночная она. Все, снимаем мы наш маркер. Снимаем вот эти 4 петли на дополнительную ниточку. И точно так же набираем наш вторую цепочку, наш второй рукав. Точно так же набираем его аналогично. И все. Вот. 4 петельки сняли. Вот они здесь, эти подрезы. Дошли мы вот регланная линия изнаночная. Берем нашу цепочку. И опять точно так же цепляемся. И проделываем еще раз. Все то же самое. И не забывайте, естественно, просчитывать 24 петельки. Вот, все. Открытые петли рукавчика у нас с вами есть. Проделываем и встречаемся с вами в изнаночном ряду уже. В изнаночном ряду все петельки, как всегда, у нас изнаночные. Только не забывайте про наши регланные линии. Провязываем мы наши вот петельки, как они идут. В изнаночном ряду рукава они изнаночные. Если у вас есть рисунок, пожалуйста. Но мы с вами добивались того, чтобы наши петли рукава были открытыми. Потом, когда мы вывяжем с вами реглан, естественно, мы вернемся к этим петелькам, к открытым, и довяжем с вами рукавчик. У нас с вами получается, видите, открытые петельки рукава, открытые петли подреза. Сейчас я довяжу рукавчик, покажу. Я просто хочу вам сказать, чтобы вы не забывали про вот эту вот регланную линию, которая на спинке. Вот эту, которую мы только как бы начали образовывать. Вот она, лицо. И дальше идет уже у нас спинка. Вот. Как у нас это смотрится вот с лицевой стороны. Видите, у нас петельки получились открытыми. И потом вот это вот, не бойтесь, это у нас потом вытянется. Сейчас пока как бы неудобно вязать. Но вот если эти петельки убегают, мы их потом вытянем, выровняем, подтянем и свяжем из них потом аккуратненький рукав. Вот. Это что касается вот это как бы начала, да? Вроде бы я как бы так думаю, что ничего сложного. Просто у кого-то, может быть, с первого раза не получится. Не отчаивайтесь. Можно сделать второй раз. Вот. Значит, провязываем рукав. Встречаемся мы с вами в лицевом ряду. Я покажу, как мы с вами будем делать убавки. Ну вот, посмотрите, что у нас получилось. Ну, пока это кажется, что как-то несуразно, но мы приведем это все в нормальный вид. Не переживайте сильно. Вот теперь нам с вами нужно сделать вот такие вот убавочки. Вот, с наклоном влево, с наклоном вправо. Сейчас мы с вами все это будем делать.
Впереди вот здесь вот на грудке она у нас будет без изменений. Здесь у нас с вами убавок не будет, поэтому мы смело вяжем до регланной линии, до изнаночной петли, натыкаемся на нее и вспоминаем, что нам нужно делать убавки. Еще раз повторюсь, все убавки мы будем делать только в лицевых рядах. Вот она, изнаночная линия наша. Ой, регланная линия, изнаночная петля. Мы ее провязываем. И на рукаве сейчас мы будем с вами делать убавки. Нам нужно сделать на рукаве, так как у нас рукавчик, видите, идет вот так вот, да? Вот. Значит, с этой стороны нам нужно сделать убавки с наклоном влево. Видите, петельки влево наклоняются. А здесь нам нужно сделать с наклоном вправо, с этой стороны. Поэтому с наклоном влево можно сделать двумя способами. Можно просто 2 провязать. Но обратите внимание, как у меня стоят лицевые петли. Они развернуты ко мне вот так вот, лицом. Поэтому или можно 2 сразу провязать петли, да? Или же можно поступить следующим образом. Одну мы снимаем, первую, вторую провязываем и первую продеваем через вторую. Или вторую через первую. Вот так. Видите, петелька наклоняется у нас влево, ложится. Потом мы провязываем с вами петли рукава благополучно. И до следующей регланной линии изнаночной петли, да, мы с вами не довязываем 2 петли. Еще раз хочу вам повторить. Обратите внимание, как у меня стоят лицевые петли. Это я показываю для тех, кто вяжет так же, у кого лицевые петли стоят так же. Если у кого-то лицевые петли стоят вот таким образом, то есть смотрят туда налево, то им надо поменять, то есть вот эти убавки будут зеркальными. Вот у нас наша регланная линия, изнаночная петля, и вот 2 перед ней. Так как у меня петельки смотрят направо, я их разверну в другую сторону, налево, вот так, и провяжу их вот за передние стеночки, вот так, захватывая сначала вторую петлю, потом первую. И видите, петельки, вот эта петелька ложится у меня с наклоном вправо. Все, провязываю регланную линию. И оказываемся мы на спинке. На спинке мы делаем то же самое. Сначала одну снимаем, провязываем и продеваем. И петелька у нас ложится влево. То есть на спинке у нас будет точно так же. Эта сторона спинки будет наклоняться у нас влево, а эта сторона будет наклоняться вправо. Давайте довязываем до следующей регланной линии. Не довязываем 2 петли и встречаемся с вами. Вот смотрите, здесь главное не пропустить вот наша изнаночная петелька. Первые ряды, они, знаете, такие как бы самые сложные, поэтому нужно как бы повнимательнее, да, чтобы ее не пропустить. 2 мы не довязываем и будем делать с наклоном вправо. Разворачиваемся и провязываем 2 петельки вместе. Вот она у нас наклонилась направо. Провязываем регланную линию. И теперь у нас рукавчик. Рукавчик у нас идет, поворачивается в ту сторону. Значит, мы одну снимаем, одну провязываем и пропускаем. Вот так. Можно провязать сразу 2 вместе. Опять довязываем рукавчик. Весь рукавчик провязываем. Вот. И последнюю сейчас мы с вами сделаем убавочку. Я имею в виду в ряду последнюю. Вот. Таких рядов мы с вами провяжем лицевых 10. По моему расчету это 10 убавочек нужно сделать. Так. Привет. Разгавкались там. Вот. Изнаночный ряд мы с вами провязываем, как у нас есть по рисунку. Не забываем про наши вот эти вот регланные линии, которые, да, и все. Встретимся мы сейчас с вами вот здесь вот в лицевом ряду на одном рукавчике. Я вам еще раз покажу, как бы, чтобы было еще раз попонятнее. Там уже будет уже выражено и будет все видно.
Итак, давайте еще раз, да, как бы закрепим материал. Вот грудку без изменений провязываем. Дальше изнаночная идет у нас петля. И дальше будем делать убавки опять с вами. Можно вот так 2 сразу провязать. Доходим до противоположного края рукавчика. Сейчас, я же говорю, сейчас самое главное провязать вот несколько начальных рядов, а потом у вас все как по маслу пойдет. Уже сами все увидите, будет все видно, как ложатся петельки. Вот, и уже будет потом полегче и попонятнее. Потом сами скажете: ой, оказывается, это же легко, как же я сам-то не додумался. Вот, да, смотрите, опять у нас вот наша изнаночная, 2 мы не довязываем, разворачиваем и провязываем таким образом. Вот она. Делаем изнаночную петлю и сразу же на спинке провязываем 2 вместе с наклоном влево. Вот сейчас я провяжу просто несколько петелек, и я вам уже покажу, уже будет видно. То есть мы делаем с вами вторую убавку, а уже все встало на свои места. Смотрите. Вот, видите, уже образуется эта дорожка. И с этой стороны у вас будет дорожка после изнаночной, да, после кромочной. И все. Садитесь, аккуратненько все делаете. У вас получится вот такая дорожка с одной стороны. И вот здесь по одной дорожке, видите, на грудке. Вот. А теперь на что мы ориентируемся? Так как у нас немножко, у меня лично, да, съехало. Здесь у меня должно было быть изначально 52 петли, да. Но у меня получилось 49. Это из-за того, что вот съехался вот этот вот грудка съехалась, да. Вот, поэтому на это не обращаем внимания мы, на спинку, обращаем внимание на рукава. То есть, или же на количество наших убавок. 10 штук мы их запланировали, по 10 убавок. То есть в конечном итоге между изнаночными вот этими регланными линиями на рукавчике у меня должно остаться 4 петли. До того момента я вяжу и убавляю. Все. Здесь должно было бы быть 30, но так как 3 петли идет уже разница, будет 27 петель между вот этими регланными, то есть вместе с ними, да, то есть между изнаночными регланными линиями. Вот. Так что вяжем, вот, пока ничего сложного. Встретимся мы уже с вами вот здесь наверху, да, когда нужно будет переходить на горловинку, на вот здесь на резиночку, чтобы сделать вот здесь вот красиво, потому что по расчетам у нас должно быть 4, да, петли. Вот, но мы посмотрим, что у нас с вами здесь как бы получится, чтобы красиво войти в резинку. Так что вяжем. Кому непонятно, немножко перематываем и смотрим опять про убавки. Все. Встречаемся уже, когда вывяжем сам реглан. Итак, вот что у меня получилось. Связала я обе стороны. Вот видите, какая дорожка красивая получилась. Вот здесь у меня осталось, видите, между изнаночными, между регланными линиями 4 петельки, как мы и планировали по расчетам. Здесь у меня получилось 27, должно было 30, но осталось 27 из-за того, что сделали здесь побольше, на грудке перенесли. Теперь нам нужно сделать такую резиночку. Я буду делать тоже такую небольшую резиночку, во-первых, потому что, ну, у меня пряжи не очень много, я буду без подворота делать. Вот, и как бы, ну, не нужен подворот нам здесь. Чтобы красиво вот так вот получилась резиночка, да, то чтобы вот эти вот изнаночные попали в изнаночные, да, мы поступим с вами следующим образом. Смотрите, нужно вот рассчитать вот от этой изнаночной, да, сюда сделать расчет, с какой нам начинать. Изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо. Нужно начать с лицевой мне будет, чтобы попасть. Ну, красота так красота, правильно же, надо же, чтобы все было красиво, аккуратно. Вот, начинаю, я формировать резиночку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот попала я в изнаночную, видите, в регланную линию. Изнаночная идет изнаночная. Это лицевая идет лицевой. Что делать вот с этим? Да, как бы нам нужно же, чтобы здесь была 1 петля,
чтобы попасть, да, сюда опять, я предлагаю или провязать их вместе изнаночной петлей, или же сделать 2 изнаночные. Просто будет красиво. Вот так. Здесь опять лицо, изнанка и так далее. Лицо, изнанка до следующего рукава. И на следующем рукаве поступить точно так же. То есть вот эти 2 провязать изнаночными. Все. Дальше мы вяжем с вами резинку. Кому какой длины необходимо, тот вяжет, да. Вы можете перейти на другие спицы, я имею в виду взять потоньше, да, резиночку, если хотите, или же просто продолжать вязать этими же спицами. Вот. Когда мы вывяжем с вами резиночку, мы приступим с вами к рукаву, и мы уже тогда с вами встретимся. Все, здесь пока ничего сложного нету. Лицо, изнанка, и все. И в изнаночном ряду то же самое. Лицо, изнанка. Провязала, смотрите, я немножко резиночки. Мне достаточно столько. Теперь я покажу, как я закрываю. Я буду показывать для девочек, тех, кто со мной вяжет впервые, потому что те, кто вяжет со мной давно, они уже как бы знают, уже видели, как я закрываю. Эластичным набором я буду закрывать. Ой, набором, эластичным краем. Смотрите, первую кромочную мы снимаем. Дальше у меня идет лицевая петля. Если лицевая петля, то я накид делаю от себя. Спицу завожу. Видите, от себя. Провязываю лицевую. Продеваю накид через лицевую. И потом петлю, которая была снята. Вот теперь смотрите, петля у нас одна на правой спице, следующая у нас идет изнаночная петля. В этом случае я делаю накид на себя, завожу спицу, провязываю изнаночную, провожу сначала накид, потом петлю. Вот так. И все. Дальше у нас опять лицевая идет от себя. Лицевая через накид, через петлю, изнаночная на себя, изнаночную провязываем через накид, через петлю, лицевая через накид, через петлю, изнаночная на себя, провязываем изнаночную, через накид проводим, через петлю. Вот так. И у нас с вами получается вот такая вот дорожка здесь получится. Сейчас я покажу вам на другом свитере. Вот видите, что у нас получается. Вот такие зубчики. Она растягивается и потом принимает опять форму резиночки. То есть она дает растягиваться очень сильно, когда вы одеваете изделие, а потом принимает форму опять резинки. Все, вот таким образом я буду закрывать резиночку. Вы, если для вас это сложно, вы закрываете любым, каким вам нравится способом. Можете закрывать иглой. У меня, кстати, на канале в плейлисте называется он разные, ну, что-то нужные разности или что-то такое. В общем, посмотрите на канале. У меня там есть вот как, опять-таки же, как набирать, как закрывать иглой. В общем, там такие вот разные мелочи, как сейчас скажут лайфхаки, я скажу как бы советы. Вот у нас, смотрите, 2 подряд изнаночные идут, которые я провязывала. Я их так 2 изнаночные и закрываю точно так же. Вот 2 я их закрыла. Вот они как бы не мешают, в то же время какой-то рисунок придают. Вот видите, что у нас получается. Ровненький край получается. Красивый. И он с двух сторон, его можно и с той стороны, получается красиво, с обоих сторон. Аккуратненько и красиво. А самое главное, что она действительно получается эластичная и не растягивается. Знаете,
есть резинку, если просто закрыть резинку обычными петлями, как мы закрываем, да, то она не даст растягиваться резинке. У нее ограниченная получается, знаете, вот. А если закрыть иголкой, я пробовала тоже, да, как бы иголочкой закрывать, она, получается, растягивается и все. И обратно, в обратную форму очень долго приходит. Получается, или растянутый край все время будет, горловина, да, вот эта вот растянутая. Вот. Или же наоборот не растянутая. А это, видите, вы его растягиваете, как вам нравится, и она обратно принимает форму первоначальную. Все, девчонки, закрываем, да, и переходим уже к рукавам. Закончила я закрывать резиночку. Видите, как аккуратно, красиво все получилось. Ниточку, смотрите, как нам нужно обрезать ниточку. Мы этой ниточкой потом будем сшивать наше вот это вот по центру, который, да. Так что померить нужно, ну, вот такой вот побольше, чтобы удобно было ее потом в иголочку, чтобы не мешалось. Отрезаем. Все. Вытаскиваем и закрепляем. Все. Пока мы про это забываем, мы переходим к нашим рукавчикам. Вот взяла я 4 спицы, будет достаточно нам. Берем любой рукавчик, у нас петельки здесь открыты. Вот, и по открытым петелькам, прям вот, да, вот видите, они у нас, их видно, эти петельки, да, мы начинаем с вами набирать. Ну, можно вот эту набрать, как бы тоже, да. Мы потом все равно будем там еще добирать и кое-какие петельки провязывать вместе. У меня 24, я наберу по 10, 10, 10 и оставшиеся на третью спицу. Вот, будем поднимать. Прям вытаскивайте, не бойтесь, они же у нас никуда не убегают, правильно? Главное, чтобы не пропускать, чтобы мы ничего не пропустили. Вот, пока набираем. И просчитываем. Надо, чтобы было четное количество у нас набралось, потому что у нас резиночка будет тоже так же 1 на 1. Одна изнаночная, одна лицевая. Вот. Раз, два, три, 4, 5. Вот 10, да, я набрала. Беру следующую спицу и точно так же набираю еще 10. Так, смотрите, вот я все набрала. Вот эту я вытаскиваю. Да, вот они у нас 4 петельки подреза. Здесь я еще одну подобрала, но нам придется еще вот здесь подобрать, чтобы у нас не было вот таких вот дырочек, да. Но самое главное, сейчас нам нужно убрать вот это, да. Смотрите, с какой стороны, куда смотрят наши петельки. Я не вижу, видно вам или не видно. Туда, в ту сторону, значит, мы вязали сюда. С этой стороны мы распускаем наш узелочек. Ну, можно его просто, в принципе, обрезать. Но у меня здесь что-то запуталось. Сейчас я распутаю. Вот, да. Вот, я распутала, смотрите. Просто тянем за ниточку. И он у нас должен распуститься. Но, возможно, я... Вот, видите, где-то зацепилась просто. Все, ниточка у нас уходит, все у нас на спицах, видите, и дальше мы будем с вами продолжать вязать наш рукавчик. Вот, начну я вот с этой стороны, сейчас повыше я подниму, вот, чтобы вот здесь тоже не было дырочек у нас, но одну петельку мы поднимем, вот здесь вот. Мы провяжем их вместе сейчас. Беру ниточку. Просто вот так вот на пальчик ее. И вот эти две первые петельки я провязываю их вместе. Мы будем их считать за одну. Пока я все провязываю лицевыми петельками.
И нужно просчитывать, сколько рядов вы провязали. Например, я буду провязывать 5 рядов просто платочной, вот такой вот вязка, без рисунка. И потом провяжу 10 рядов, например, резиночкой. Для чего? Для этого мы делаем? Для того, чтобы нам нужно 2 рукава, естественно, провязать одинаково. Потому что если вы не будете просчитывать, вы так запутаетесь, и рукава могут получиться, согласитесь, разными. А нам этого же не хочется. Поэтому мы провязываем один ряд. Я просто хочу вам сейчас показать, как мы будем прятать эти дырочки. Потому что в процессе вязания, естественно, когда мы скидывали вот эти вот на все дополнительные ниточки, у нас, естественно, появились вот здесь вот такие вот растянутые петельки. Их нам надо убрать. Так, вот просчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 10. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 10. И должно быть у нас 8. Потому что было 24 и 4 подреза. Это получается 28. 1, 2, 3. Вот эту петельки я вместе провяжу. 4. Я поднимала там еще одну. 4, да, вот смотрите, давайте вот эту, может быть, поднимем. Поможет нам это или нет? 4, их вместе, которые подняли. 5, 6, 7 и 8. Все, у нас получилось 28 с вами. Это сейчас вот здесь у нас сойдется. Вот это подтянется, и дырочка уйдет. Вот, видите, все у нас получилось аккуратненько. Вот здесь сейчас это все сойдется аккуратненько. Если все-таки это не сойдется вот здесь, да, у нас здесь остается хвостик, к которому мы присоединялись. Потом иголочка, это можно как-то аккуратно просто заделать. Но я надеюсь, что у нас все будет замечательно. Смотрите, у меня получилось 28 петель, то есть 10 на одной спице, 10 на другой и 8 на третьей спице. Вот, провязываю я второй ряд, это чтобы мне не запутаться, потому что второй рукав нужно, естественно, провязать аналогично. Вот, просто я сейчас хочу провязать еще один ряд, чтобы вы и показать вам, чтобы вы убедились, что действительно все получается аккуратненько и никаких дырочек у нас с вами уже не будет. Если все-таки иногда бывает такое, да, что вязание на рукавчиках отличается. То есть, потому что вязание идет в разные стороны, вы же понимаете, тут мы вязали в одну сторону лицевые, тут в другую. Может и такой вариант получиться, я вам сейчас покажу. Ничего страшного, после стирки или даже после отпаривания, просто парком, если обдать изделие, то оно может сгладиться, все уйдет. Вот, смотрите, провязала я 2 ряда. Вот, теперь как бы все видно. Ну, здесь, может быть, будет чуть-чуть отличаться, потому что разные направления вязания. Вот я вам хочу показать сам подрез. Видите, как он получается. Вот здесь то, что дырочка, это ничего страшного. Вот эта ниточка подтягивается, и все, здесь уже ничего, абсолютно никакой дырочки не будет. И здесь вот получается под мышечкой все ровненько. Все. Вот весь рукав. Еще раз повторяю, я провяжу 5 рядов. Вот 2 я провязала, еще 3 ряда. Вот так это будет, видите, 5 рядов получается, просто платочной вязкой. Вот видите, кстати, здесь вот видно вот эта вот дорожечка, такой вот переход. Но если ее постирать, я не стирала еще свитер, то оно уйдет. И 10 рядов здесь у меня резиночка. И таким же способом я закрыла тоже такой же эластичной резинкой. Очень много раз мы одевали этот свитер. Я как-нибудь все порываюсь снять видео, но мы в основном гуляем вечером, не видно. Вот. Уже я просто к чему говорю, что много раз я уже одевала, и вы сами знаете, как одевать собаке очень проблематично. Видите, резиночка как себя ведет. Видите, она как новая. Ну, в смысле, то есть, как задумано все. Вот. Поэтому вам рекомендую тоже пользоваться таким способом. В общем, давайте довязываем мы оба рукавчика и встречаемся мы с вами уже, будем делать с вами вот здесь вот шов, тоже такой же красивый, незаметный на пузике. То есть будем уже все соединять с вами. И не забывайте убирать все вот эти вот кончики и ниточки. Все, вяжем рукава. Так, ну смотрите, что получилось. Вот наши рукавчики. Вот все здесь аккуратненько. Как видите.
все здесь у нас получилось. Нам остается сделать один шов посередине. Для этого нам понадобится иголочка такая с толстым ушком. Да, вот я сейчас попробую резкость навести, чтобы было видно. Не наводится, да? Поближе камеру я сделала. Вот смотрите, иголочка с толстым ушком, с толстым концом и с большим ушком. Вот наш конец, да, ниточки. Мы теперь продеваем в нее и будем сшивать. Сшивать мы будем по лицу, по лицевой стороне. Вот. Сначала нам нужно соединить две части. Верхние вот эти вот петелечки, которые были, мы их вот соединяем, чтобы у нас здесь не образовывалось никакой ступенечки. Теперь вот наши кромочные, смотрите, вот кромочные петельки, вот они идут, вот кромочные, а за них мы будем цепляться между петельками. Смотрите, вот одна петелька, да, вот вторая петелька. Сейчас вначале мы зацепимся вот здесь, вот за эту ножку между петельками, да, и сюда же. Здесь мы тоже найдем. Сейчас вверх, да, вот так закрепимся. Дальше у нас пойдет все быстрее. Вот теперь смотрите, куда мы здесь заходили, с этой стороны, да, мы сюда же вводим иголочку и опускаемся на одну петельку. Вот. И можно сильно пока не затягивать, чтобы было видно, откуда мы входили, откуда выходили. И здесь точно так же. Вот. Вот одна петелька, вот вторая петелька, и между ними вот эта ихняя ножка. И поехали, да, мы вот так вот. Петелька и петелька. Покажу вам с этой стороны. Вот петелька, петелька и между ними ножка. Откуда, видите, ниточка идет туда же, и на одну вниз спускаемся. И здесь точно так же. Откуда ниточка выходит, туда же, и на одну ниже спускаемся. И также по всей длине. Тут пока у нас идет резиночка. Сейчас мы перейдем на полотно. Здесь вот видите, так раскройте, чтобы было видно. Вот она петелька. Вот видите, две кромочные петельки. Мы их обнимаем. И здесь также. Так. Вот у нас, видите, какая получилась. А теперь правой рукой держим. И здесь затягиваем. Вот, все. У нас затянулось все. Видите, шовчика вообще не видно. С этой стороны у нас будет как бы такая вот, ну, шовчик будет. Все. И так мы продолжаем до низа. Здесь, чтобы не потерять, откуда ниточка шла, можете вот так вот раскрыть и продолжать. Делать вот так, как бы участками небольшими. Скреплять, да? Скрепили там несколько сантиметров. 2-3 сантиметра, затянули, опять скрепили, прошили несколько, стянули, потому что если большими участками, то будет тяжело, можно порвать ниточку. Небольшими как раз в самый раз удобно. Вот так вот, видите, сделали, раз, опять затянули. Все, видите, как все получается хорошо. И так до конца сшиваем. Вот посмотрите, что у меня получилось. Все ровненько. Шовчика не видно практически. Ну, это потому что мы знаем, что он здесь есть, поэтому нам его видно. А
те, кто не знает, те его и не увидят. Вот что у нас в целом получилось, да? Немножко, сейчас я его... Ну, во-первых, его нужно мерить, чтобы все село ровно. Да, вот вытянуть, подтянуть, потому что мы вязали его все правильно, поэтому все у нас получилось одинаково, поэтому нужно его померить, чтобы он лег как нужно, ровненько и прямо. Просто вот здесь я вам хочу в конце тоже показать, тоже заделать нужно вот верхние петельки, которые мы с вами начинали здесь, да, вот. Хорошенько закрепить это дело, я имею в виду ниточку. И здесь ее уже убрать. Сейчас я вам тоже покажу. Я сразу все ниточки убираю тоже, когда вяжу по ходу вязания. И прям вот так вы ее, в этот шовчик, вы ее спрячьте, эту ниточку, и можно уже обрезать ее. Вот. Мои ножницы немножко тупые. Вот. Смотрите, вот здесь у нас была ниточка, я ее тоже спрятала сюда в шов. Вот. А все ниточки, которые были в рукавчиках, вот здесь вот мы заканчивали, видите, тоже все краешки ровные получились. Здесь все ниточки с изнаночной стороны тоже все спрятаны. Все я убрала. Вот этот вот наш шовчик. Свитер даже, если хотите, да, можете вот так его использовать. Так тоже красиво. Вот, согласитесь, все вот эти регланные линии видно. Вот этот шов у нас тоже получился как декоративный, тоже красиво. Вот. Можно его с этой стороны носить. Он, видите, такой двухсторонний получается. Если убрать все ниточки красиво, ровненько, то их нигде не будет видно. Естественно, можно носить свитер и так, как вам нравится. Ну, в общем, смотрите, с задачей мы с вами справились. Все у нас получилось. Я думаю, что ничего абсолютно сложного в этом нету. Просто нужно немножечко, ну, как бы не бояться брать и делать. И не бояться ничего. Тогда все получится. Я, как видите, вам всегда в этом помогаю. Вот свитерочек. Вы знаете, если изделие связано ровно, все как бы качественно, да, то вы как его не мните, как его не теребите, оно все равно у вас ляжет как нужно. Поэтому не бойтесь. Ну, опять-таки же, без фанатизма. И вот смотрите, вот все, что у меня осталось. Иногда в комментариях тоже под видео у меня спрашивают, а сколько у вас ушло в граммах? Вот в граммах сколько? Если было 50 грамм, но осталось, может быть, грамм 15, может быть, я не знаю, я так на взгляд не могу сказать, а потом весов у меня, если честно говоря, нету, чтобы взвешивать. Нужно приобрести, но как-то не было до этого нужды. В общем, вот, смотрите. Все у нас качественно и хорошо с вами получилось. Здесь можно сделать какой-то декор, да, сюда что-то пришить, какую-нибудь аппликацию сделать, любую, да, там можно вот такие штучки приделать, там, ну, сюда, там, наверх, может быть, кому как понравится. В общем, обязательно ставьте лайки под моим видео, пишите комментарии, делитесь с друзьями обязательно этим видео на своих страничках в соцсетях, делитесь этим видео, если оно вам понравилось. Ну, я думаю, что понравилось, потому что я как бы тоже старалась, чтобы все было максимально понятно и доступно. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте. Можете в соцсетях задавать, потому что иногда требуется такой расширенный ответ дать. Там, может быть, фотографию какую-то прикрепить, может быть, какой-то чертеж прикрепить. На Ютубе это сделать невозможно, поэтому в описании под видео, внизу, во всех видео, я оставляю все свои ссылки на все свои соцсети. Я зарегистрирована практически во всех соцсетях, вот, поэтому пишите, спрашивайте и вяжите, естественно, с удовольствием. Увидимся мы с вами в следующем видео. Обязательно придумаю для вас что-нибудь интересненькое. Вот, девчонки, притащила на свой рабочий стол свою собаку. Чтобы долго ее не мучить, я просто хочу вам показать, как сел свитерочек. Смотрите, вот здесь как нужно, да, вот здесь тоже все как нужно. Поворачивайся, моя красота. Вот здесь на грудке
Ну, будем считать как нужно. Чуть-чуть можно было, конечно, поменьше. Но я думаю, что это, смотрите, не критично. Да? Село все как нужно. Вот. И длина. Вот длина. Вот наша длина по хвостик. По самый хвостик. Так что я считаю, что мы с вами с задачей полностью справились. Ну, так что мама, она боится. Необычная обстановка, я ее затащила на стол. В общем, девчонки, вот что получилось. Вяжите. Вяжите.